Здравствуйте, интернет-магазин СККС UA. Сегодня хотим рассказать о очень простом, но очень часто задаваемом вопросе, что такое кабель ELL и боковая подсветка кнопок. Как это работает? Магнитола Jansun это зависит от версии магнитолы. Для основной версии V1, она также является версия M серии, у нас подсветка внутри не настраивается. Но есть возможность попробовать. И сегодня мы попробуем, можно ли ее включать насильно, не используя кабель. На самом деле, для подключения подсветки кнопок используется кабель, который находится вот в этой связочке рядом и с кабелем желтым. Желтый это B+, основной кабель питания. И рядом с ним находится оранжевый кабель. Опять же, он может быть другого цвета. Это кабель ELL. Под ним находится как раз кабель ACC. Что это за кабель? Его подключить нужно, подать на питание, и подсветка вашей магнитолы будет появляться. Что это за питание? Это питание, которое появляется, когда вы включаете габариты. Где взять его в автомобиле? Да очень просто. При включении с габаритами у вас внутри включаются какие-то элементы подсветки. И поэтому вы можете без проблем подключить туда этот кабель, подав туда 12 вольт. Включили ближний свет. Включили габариты, автоматически будет подсветка на экране. Кстати, от этого зависит подсветка кнопок на магнитоле Jansun. Но от этого еще и зависит яркость. Ее можно отрегулировать в самой магнитоле. Перейдем к магнитоле. Друзья, это магнитола серии V1 либо серии M. M8 они называются. Данная магнитола Jansun. И мы говорим сегодня о кабеле ELL. Рассмотрим, как это работает. Я уже говорил, вот у нас розовый проводок. Этот розовый проводок нужно подать 12 вольт. Давайте я подам. Вот у нас подсветочка находится здесь. И сейчас мы ее получим. Я подаю 12 вольт. И как видите, подсветка появляется, а экран притухает. Вот это за это как раз и отвечает данный кабель. Управление непосредственно изображением вы можете сделать в настройках. Зайти в настройки экрана. Вот у нас есть дисплей. И в разделе дисплей экран светится ночью, экран светится днем. Я ставлю минимально на ночь. Включен авторежим, это как раз этот режим по ELL. И здесь не датчик работает, а просто банальное подключение к габаритам. Еще раз вот делаю. И он, видите, притухает, чтобы не таким был ярким. И включается подсветка. Давайте посмотрим, можем ли мы менять подсветку в этих моделях принципиально вообще на другие цвета. Изначально данные модели не поддерживают эту функцию, но можно попробовать. Вдруг мы найдем в параметрах разработчиках такое понятие, как RGB. Так, зайдем в меню разработчика. Оно у нас должно появиться. Так, вернемся назад. Вот, появилось меню разработчика. Для этого нужно нажать на версию прошивки 5 раз. Ищем здесь RGB. Вот, использовать цветовой режим. Я включил цветной режим. Давайте попробуем, что-то дало это или нет. Ну, как видите, функции самой нету. Есть притухание. Подсветка сработала. А вот непосредственно управление этой подсветки, его нет. Ну и нужно еще, может, попробовать его вытащить из меню инженерного. Давайте сделаем и это. Напоминаю, настройки мультимедиа. Дальше мы заходим в версия ПО. Нажимаем вот этот значок. 4 восьмерочки. В 4 восьмерочках у нас есть такая функция меню иконочек. Посмотрим, есть ли здесь управление цветом. Вот какая-то иконочка. Вот это неизвестная мне. Камера 360. ТМПС. Ну, достаточно. Сохраняемся и надо перезагрузиться. Пример другого типа магнитол. Это у нас серия Т. Такая же будет ситуация в серии G и L и K. Здесь, получается, есть программный способ включения подсветки кнопок. Как это делается?
программном способе включения кнопок понятно, что это нужно сделать через какое-то меню, в данном случае через инженерное, но это не факт, все зависит от оболочки и прошивки. Я захожу в инженерное меню, и здесь есть панель. Меню может отличаться в разных версиях, но суть одна и та же. Я нажимаю Closet, и подсветка у нас активна. Что происходит, когда мы подаем питание на кабель ELL в таком режиме включения подсветки? Как видите, подсветка остается, а экран притухает. То есть работает так званый режим ночной. Опять же, его регулировка есть в режиме экрана. Есть авторежим выставляете и какой уровень будет подсветки. Дальше. Если же мы выключим его на постоянно, то он будет работать абсолютно так же, как в серии V. Вы просто подсоединяете, появляется подсветка кнопок и притухает экран. Отсоединяете, уходит экран. Данная версия простейшая, но версии немного дороже, с 2 гигами оперативки. Некоторые единички, не урезанные, уже имеют регулировку подсветки этих вот кнопочек, то есть RGB. Вы можете менять цвет в зависимости от того, какой вам нужен. Обычно есть специальная программа прямо на рабочем столе. Кружок с разными цветами. Вот так, что можно сказать о кабеле ELL, его свойствах. Если у вас нет подсветки, проверьте, пожалуйста, подключен ли ваш кабель ELL к габаритам. Ну, помните, вам можно взять габариты с обычных лампочек подсветки, кнопочек, которые у вас включаются вместе с габаритами в салоне. Пример другого типа магнитол. Это у нас серия T. Такая же будет ситуация в серии G и L и K. Здесь, получается, есть программный способ включения подсветки кнопок. Как это делается? В программном способе включения кнопок понятно, что это нужно сделать через какое-то меню, в данном случае через инженерное, но это не факт, все зависит от оболочки и прошивки. Я захожу в инженерное меню, и здесь есть панель. Меню может отличаться в разных версиях, но суть одна и та же. Я нажимаю Closet, и подсветка у нас активна. Что происходит, когда мы подаем питание на кабель ELL в таком режиме включения подсветки? Как видите, подсветка остается, а экран притухает. То есть работает так званый режим ночной. Опять же, его регулировка есть в режиме экрана. Есть авторежим выставляете и какой уровень будет подсветки. Дальше. Если же мы выключим его на постоянно, то он будет работать абсолютно так же, как в серии V. Вы просто подсоединяете, появляется подсветка кнопок и притухает экран. Отсоединяете, уходит экран. Данная версия простейшая, но версии немного дороже, с 2 гигами оперативки. Некоторые единички, не урезанные, уже имеют регулировку подсветки этих вот кнопочек, то есть RGB. Вы можете менять цвет в зависимости от того, какой вам нужен. Обычно есть специальная программа прямо на рабочем столе. Кружок с разными цветами. Вот так, что можно сказать о кабеле ELL, его свойствах. Если у вас нет подсветки, проверьте, пожалуйста, подключен ли ваш кабель ELL к габаритам. Ну, помните, вам можно взять габариты с обычных лампочек подсветки, кнопочек, которые у вас включаются вместе с габаритами в салоне.